Тюменские ученые нашли в Зеленоярском могильнике на территории Приуральского района мумию ребенка, умершего в XIII веке. Перед захоронением его упаковали в кокон из нескольких слоев березовой коры и звериной шерсти. Но самым интересным оказалось исследование части кишечника мумии. Ученые пришли к выводу, что даже младенцы на Ямале ели сырую рыбу. Исследователи уточняют, что и сегодня представители некоторых северных народностей используют куски рыбы в качестве детской соски. Основа питания хантов, селькупов и ненцев – это оленина, мясо диких зверей и рыба. Причем зачастую едят все это в сыром виде. Такая простота – залог здоровья и одновременно свободы кочевников Заполярья. Строганина – одно из главных блюд ямальского меню. По сути, это промороженное насквозь мясо или рыба, нарезанное тонкой до завитков прозрачной стружки. Ломтики макают в смесь соли и перца или в оленью кровь. Звучит дико? Только не для тех, кто отважится попробовать этот деликатес. Ведь олени и сиговые рыбы не передают паразитарные и инфекционные болезни, а питательная заморозка дает чувство длительного насыщения и заряжает энергией. Со строганины на Крайнем Севере начинается любое застолье. Она служит привычной в этих краях холодной закуской. А коренные народы, ханты, манси, ненцы, вполне могут таким блюдом и позавтракать. В экстремальных условиях севера такой белковый заряд с утра пораньше – самое то. А количеству омега-3 в средней порции такой еды позавидуют даже спортсмены. Для того, чтобы приготовить строганину, нужно взять щуку, осетра, муксуна или стерлядь, обрезать плавники, удалить кожу вместе с чешуей, потом голову и хвост. Поставить в тушку вертикально на разделочную доску и строгать острым ножом сверху вниз вдоль туловища. Сначала полоски мяса отделяют со спины до позвоночника, затем снимают тонкие стружки мякоти с обеих сторон хребта и по бокам, и уже в довершение с брюшка. Блюдо нужно есть быстро, пока кусочки не растаяли. Интересно, что все северные народы, которые веками готовят и едят строганину, никогда не используют снулую, то есть сонную полуживую рыбу. Только живая, свежевыловленная добыча подвергается глубокой заморозке. В наши дни появилось несколько вариаций этого деликатеса. Например, стружку часто заменяют на кусочки. Для приправы в различных вариантах используют соевый соус, уксус, лук, томатную пасту. В некоторых рецептах меняется и последовательность этапов приготовления. Лосося, например, предварительно морозят не менее 3 суток, а потом строгают и поливают заправкой. Скумбрию, наоборот, сначала слегка маринуют с луком, уксусом и солью, а после отправляют в морозилку. Но на самом деле даже больше, чем вкусовые качества, ценится тот факт, что строганина – отличное средство от цинги или рахита. Если рыбу или оленя есть в сыром виде, то эти заболевания не страшны. А при первых симптомах этих болезней, например, кровоточивости десен, коренные народы Севера активно ели сырую рыбу или резали оленя и выпивали кровь. Это восполняет недостаток витамина С. Что было бы с жителями Ямала, если бы они ели рыбу не в сыром виде, а в жареном или вареном? Это бы очень быстро привело к дефициту витаминов в организме и, соответственно, к проблемам со здоровьем. У них не хватало бы витамина D, потому что человек получает его либо из продуктов, либо из солнечного света. Но когда у людей полгода, а то и больше полярная ночь, то о солнечном свете говорить не приходится. Они же даже одеты так, что открытыми остаются только лицо и кисти рук. Сырую рыбу есть можно, но надо знать, что если употреблять ее, к примеру, в Западной Сибири, то есть большой риск заразиться рыбными паразитами, апистархозом, так как на этой территории самый высокий в мире риск подцепить такую болезнь. Помимо всего прочего, это может привести к раку печени, поэтому нужно знать, какую рыбу можно есть, а какую ни в коем случае. А еще, как правильно приготовить блюдо и как его употреблять. Для строганины подходят далеко не все виды рыбы. Северяне используют только сиговых рыб – муксуна, нельму, чира, щекура, пеледь или самого сига.
Сиговые рыбы считаются благородными, у них сочное белое мясо, в меру жирное, и у них не бывает паразитов. То есть тех самых глистов у муксуна или чира попросту нет. При этом самыми вкусными считаются все тот же муксун и щокур. Рыба или мясо для строганины должны быть первично заморожены и не размораживаться ни при каких условиях. Глубокое замораживание в течение суток убивает паразитов и бактерии. Так что совет всем, кто решил сделать этот деликатес: если вы не уверены в происхождении продуктов для строганины, лучше не рискуйте. Впрочем, ненцы – отменные рыболовы, поэтому перед ними, как правило, таких проблем не стоит. Ну а если вы все-таки решились порадовать себя гастрономическими изысками из кухни жителей Ямала, напоследок поделимся интересным рецептом. Филе щокура, муксуна или нельмы чуточку подержите над дымком и нарежьте мелкими кубиками. Потом обжарьте их на рыбьем жире и смешайте с морожкой, причем ягод должно быть по объему примерно втрое больше, чем рыбы. И да, в такое блюдо на Ямале иногда добавляют сахар. А вы когда-нибудь пробовали сырую рыбу? Расскажите, как это было и понравилось ли вам, в комментариях. Не забудьте похвастаться своими рыболовными трофеями, а еще поставить лайк и активировать колокольчик, чтобы не пропустить следующие выпуски. А с вами, как всегда, был канал Ямал Медиа. До новых встреч!